Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки. Огромная благодарность за ваши комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Что от тебя скрыто, что скоро откроется. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая вы? Ух ты, мило. Посланник высших сил, ангелы, покровительство тут высших сил, при этом ведающая, да, ведьмочка. И компас, женщина, которая ищет свой путь, свою дорогу. Ну, уж не знаю. Тут почему-то дальше мне карта это человека, который транжирит деньги. Видите, мужчина разбрасывает. Ну, может, в прямом смысле, да, на что-то там не экономите, а совсем не экономите, да. Или же тут, может быть, не сколько деньги, а может, ресурсы свои сейчас. Ой, о чем это? Так. Так. Ну, начнем. Вот эта карта первая, она звучит так. Вечная невеста. Повторюсь, о чем это? Женщина всем хороша. Внешне, интеллект, способности, навыки. Все хорошо, все при ней. Единственное, она может долго во что-то вкладываться, надеяться на что-то, прикладывать усилия к достижению какой-то поставленной цели. Но она не получает желаемое. И очень часто это проигрывается, когда женщина, ну, допустим, в отношениях, если с мужчиной, да, повторюсь, она прекрасна во всех смыслах, но она слишком то ли влюблена, то ли слишком хотела бы построить отношения с этим мужчиной. И вот это вот где-то желание, оно как бы губит ее. То есть тут нужно долю здорового эгоизма, пофигизма даже добавить, и тогда, может быть, мужчина сам будет ради такой женщины совершать какие-то поступки, ну, что-то, скажем, предпринимать. А, как правило, женщины, они могут сами, ну, как это правда говорят, как впереди паровоза бежать и все делать, и заслуживать эту любовь, и где-то давать шансы там, где не нужно. Ну, тут это классическое выражение, по-моему, я уже не помню, китайское, да, или японское, китайское, наверное, что между двумя людьми всегда есть эти 10 шагов, да, и каждый из нас, вот, допустим, партнер, там, мужчина, женщина, да, ну, или, в принципе, партнеры деловые, да, каждый должен сделать по 5 шагов, один с одной стороны, с другой стороны 5 шагов. И в идеале, да, делает шаг один и делает шаг второй. Там, потом вы делаете третий шаг, и тот, который напротив вас, делает тоже там свой там, второй или третий шаг. Смысл в том, что, а если вы делаете там 5 шагов, а в отношении вас мужчина там или, ну, партнер, да, никаких шагов не предпринимает, а вы в надежде на то, что там он решится там, или вы дадите ему шанс, или авансом как-то, или заслужите эту любовь, или покажете там ему, как, насколько вы классная, там, вот, смотри, цени, там, и он осознает, там, и вы делаете этот 6-й и 7-й шаг, а он делает там 1-2 и потом 3 назад шага еще, то где-то значимость, вот сами можете свою значимость терять. Это может быть проигрываться, ну, в отношениях мужчин и женщин. Это может быть с домочадцами, закрытие потребностей, в первую очередь, ваших близких, родных, да, вы их любите, и пофиг на то, что там где-то, ну, некрасиво скажу, ну, да, обесценили себя, прогнули, свои желания задвинули там куда-то на задворки, 1, 2, 3, 4, 5, а дальше это даже не воспринимается как, ну, как, знаете, не то, что там жертва, не то, что там вы это во благо делаете, это тоже воспринимается как должное, когда вы отказываетесь там как-то
вести себя так, как им удобно, как им привычно, допустим. Или это с коллегами по работе может проигрываться, с подругами. Тут может в отношении вас еще такая реакция: нифига себе, что-то ты все время было удобно, а тут что-то сказала нет, решилась сказать нет. Ну вот тут такое, как будто бы это то ли комплекс хорошей девочки, то ли заниженная самооценка, то ли в принципе вот бывает стечение обстоятельств, когда вы заложник этой какой-то ситуации, да, и по идее ничего другого не остается, как просто из нее выйти. То ли разорвать отношения, то ли попытаться переиграть. Ну, в общем, девочки, почему-то вот эта карта говорит о том, что в вашей жизни вот какой-то такой был период, где вы, может, прикладывали усилия, ну, вот как говорят, рыба об лед, да, результат не давался, не шел. У кого-то прямо это могло подтолкнуть, ну, неудачи в любовной жизни, в любовной сфере, извините, в чем там, либо еще неудачи, как будто могли вас тут прям как привели вас, тут прям ангелы это, ну, буду говорить, ангел-хранитель, как будто вас оберегали, может быть, от еще худших каких-то последствий. Может быть, вам не дали отношения с кем-либо. Почему? Потому что если бы вы были, допустим, с этим человеком, или там уже, не знаю, реализовали себя в какой-то там сфере, да, то результат был бы еще более плачевным, болезненным. Вы же не знаете, от чего вас уберегли. Никто не знает. Ну, как вариант, да, у кого-то подвигло это заниматься эзотерикой, психологией, все в этом роде. Ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями, женщина, которая эти знания применяет. И вот это вот вас ведет, как будто бы сейчас вы выходите на какой-то другой уровень. Может быть, меняется, ну, не знаю, род занятий может поменяться, увлечения, какие-то хобби. Вот как-то оно так как формирует вас, выводит куда-то, вот как по компасу. Может, ищите свое предназначение, у кого-то там, уж не знаю, призвание. Эта карта, вот не пойму, при чем тут, что вы транжирите? Это о деньгах, о финансах в прямом смысле. Карта игра. Это о ваших ресурсах. Это, смотрите, скорее всего, о ваших ресурсах, о том, насколько вы раньше могли, может быть, раздавать эти свои ресурсы. И, ну, там, правда, как то, что я озвучила, да, даже не задумывались о том, ну, надо, пришли на помощь, Чип и Дейл спешат на помощь, нужно, там, повторюсь, приоритеты кого-то превыше. И, может, даже как не своей жизнью жили. И считали даже, может быть, что это как норма. Ну, а как? У вас, может быть, даже своих особо не было, там, ярко выраженных, там, мечтаний. Ну, какие-то были, ну, вот такие вот, как грандиозные, вот, идеи, которые бы вы горели, к чему стремились, может быть, этого и не было. А идет как будто бы переворот вот чего-то. У кого-то элементарно эти амбиции просыпаются, у кого-то вы понимаете, если не сейчас, то когда, так и жизнь пройдет. По компасу, повторюсь, меняется вектор развития ваш. Очищение, то есть программы старые, у кого-то родовые эти программы, да, какие-то еще программки, навязанное что-то социумом, вот эти все какие-то, может быть, убеждения, тут меняется все, то есть где-то другими словами игра, это как компьютерная игра, перезагрузили все и начали, ну, не говорю там с чистого листа, вообще не с чистого, тут есть опыт, тут есть осознанность, по ведьме ведающей, благодаря, может, раскладам, может быть, благодаря психологии, да, увлечению, еще чему-то, вот каким-то знаниям, вы, ну, по факту вы строите новую жизнь, себя новую узнаете, создаете себя. Карта очищения, это замечательно, на самом деле. Прям процесс какой-то такой запущен. Женщина, ну, очень какая-то осознанная, глубокая, такая вот интересная. И карта феечка тут же. Знаете, при этом какой-то романтизм, где-то, может быть, учитесь как-то легче даже относиться уже к какой-то ситуации, в которую вы там попали или находитесь, кого-то элементарно. Почему-то мне так хочется сказать, сказки в детстве много читали, да, все равно верите, ну и слава богу, да, это очень хорошо. В хэппи-энды, какие-то замечательные перспективы. Ну, это классно, позитивное очень.
Ну, вот все-таки ведьма ведающая и феечка. Это как будто бы какая-то чуть-чуть не то, что там отрешенность от мира, это как вот какой-то взгляд на мир, вот нестандартный, очень нестандартный. Но мне нравится, классно. Тут, скорее всего, очень талантливая какая-то девочка. Интересно. Так, и чё? Феечка. Вот звезда. Звезда это какая-то, может быть, мечта, может быть, рождение этой мечты. И это может быть такая какая-то интересная мечта. То есть, повторюсь, то ли род деятельности, хобби, тут что хочешь. Может быть, оно будет настолько нестандартное, что, может, там даже вы особо можете не озвучивать, ну, или не считаете нужным озвучивать, да. Это настолько выбивается, может быть, из восприятия, даже, может быть, из вашего окружения. Вы вообще как будто бы, ну, как инопланетянка какая-то, ну, в хорошем смысле. Может быть, вам даже очень трудно найти вот какого-то такого вот искреннего, ну, не знаю, встретить там друга, какой-то, чтобы на одной волне быть с человеком. Вот тут как-то так. А запрос на это вполне возможно есть, да. Мало людей, которые могли бы разделить с вами там, может быть, ваши какие-то увлечения чем-либо. Ну, наверное, запрос, да, опять-таки, есть на это, вам бы хотелось таких людей, ну, с которыми вы, может, повторюсь, на одной волне дышите одним воздухом. Опять-таки, эти интересы общие. Вот почему-то мне сегодня такая сигнификация ваша пришла. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Пишем, проверяю. Так, что от тебя скрыто, что скоро откроется? Что от тебя скрыто? Что скоро откроется? Что от тебя скрыто? Что скоро откроется тебе? Что от тебя скрыто? Что тебе скоро откроется? 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 Ой, что тебе скрыто? От тебя скрыто. Что тебе скоро откроется? Начинаем. Что от вас скрыто? Угу. Хамелеон, зеркало. От вас скрыто. Интересное сочетание. Так, основное сразу. Что от вас скрыто? Угу. Скрыто то, что где-то вы сами себя тормозите, девочки. Ну, это я никого не удивлю и не открою вам ни Америку, никакую истину, наверное, что мы являемся, наверное, сами для себя врагами самыми страшными. Тут страхи. Где-то тут карта вышла. Вот страхи. Карта остуда, тут это тоже можно прочитать. Желание где-то свое сердечко заморозить, выставить рамки границы, никого не подпускать, чтобы этот болезненный опыт не повторялся, чтобы в очередной раз не наступать на грабли, чтобы не обидели, не подставили, не обманули. В любовной сфере, там, в деловой, с близкими. Тут вот скрыто от вас карта хамелеон, и это тут как сам в себя вглядываешься, всматриваешься, то есть познать самого себя. Самое тут как будто бы от вас скрыто то, что
ну, тут эта карта, она говорит, это как повешенный трактуется карта, да, это жертва, повешенный, как утопленник, вот так вот, это смысл этого всего. Где-то вы сами себя останавливаете, может быть, от каких-то решительных шагов, от того, чтобы где-то разорвать какие-то созависимые отношения, где-то боязнь уйти из зоны комфорта, где-то страхи по дьяволу, знаете, как будто бы, в прямом смысле боитесь, боитесь того, что там, все новое, как правило, это страшит. Это какое-то там искушение, вы боитесь того, что, не потяну, да. Тут как-то мне так идет. Так, скрыто, что от вас скрыто? Тупик, лабиринты разума. На самом деле, тут как будто бы говорят вам, что ответ он есть у вас, он на поверхности, но просто ответ какой-то, допустим, что делать в какой-то ситуации. Он есть уже, но просто вы его почему-то не берете, не воплощаете. Он вам неудобен, этот ответ, почему-то. Почему? Допустим, в семейной жизни, да, не особо, извините, как я хочу сказать, так я стараюсь как-то щадить, но нет ощущения, что вы, допустим, счастливы в семейной жизни, да, вот уже длительное время. И вы прекрасно понимаете, по идее, да, чего ждать? Чего можно ждать дальше, там, какие-то уже длительное время не приносит радости. Но, как всегда у нас, и что дальше, и вопрос а-ля комфорта, а-ля стабильности, зона комфорта, это риски какие-то. Очень много отговорок, очень много «но», и сами себя останавливаем. То же самое со сменой рода деятельности, переход на новую работу. Пока нам Вселенная не даст вот эту вот пинка этого под зад, пока уже нас не поставят какие-то такие рамки, обстоятельства, то, как правило, люди редко решаются менять сами свою жизнь. И на самом деле тут карта предчувствия, вы на самом деле понимаете, карта туда, что если вы тормозите сами себя, не даете себе даже шансов, вот если вы находитесь в каком-то формате отношений, с мужчиной, допустим, да, если вы не уходите из этих отношений, как вы можете построить с другим мужчиной отношения? Понятно, нужно вначале с этим мужчиной расстаться. Логично. Как-то, мне кажется, в этом есть логика. Вот тут какой-то тупик, вот двойка мечей, видите, скрещены эти мечи, то есть ситуация какая-то тупиковая. Подпишись на канал и поставь лайк. Но на самом деле, в этом же есть это по дьяволу, это какое-то искушение. Пока ты не сделаешь шаг, пока ты не решишься, то так и будешь пребывать в вот таком тупиковом состоянии. И опять, вот эта карта, она так и читается, лабиринты разума. Видите, тут черепная коробочка разрезана, и тут внутри показано, как в этих лабиринтах разума какие-то тут человечки бегают и бьют этими молоточками, как по наковальне. То есть уже есть это решение, повторюсь. Почему-то тут это касается в большей степени танец любви. Вашего запроса может быть на любовь, на эмоционально-чувственную эту сферу. Нет наполнения. У кого-то карта корни, знаете, родовые программы, опять эти же пресловутые, да, привыкли там, как бабушка, мама, есть мужчина, и хорошо, у многих их нету, какой-никакой, а есть, не самый плохой вариант. А то, что несчастливо, то, что не хотите вы там, допустим, домой идти, да, лишний раз придумываете себе отговорки, зачем и почему мне не идти домой. Как будто бы это все же на поверхности, просто не решаетесь где-то. Не решаетесь идти во что-то новое, менять. По карта шут, дурак. Я не из пустого беру. Тут вот смотрите, лабиринты разума, тупик, дьявол, карта корни. Так и звучит, корни. У кого-то
Ну, у кого-то, да, детки, может быть, корни, это родня, там уже переплетение, там, у кого-то, я не хочу сюда приписывать там бизнес общий, да, ну, элементарно уже как бы в родные, уже после любовь, не любовь, уже какая-то, как, ну, у кого-то семейка, ой, семья, это ячейка общества, у кого-то как клановость какая-то, да, такое что-то, у кого-то детки. Но так вот, и что от вас скрыто на самом деле? На самом деле от вас скрыто, что на самом деле вы могли бы рискнуть, и карта шут, и вам это по плечу, и вам это по силам, и вы сами себя, вот эти страхи, вы в себе генерируете, в этом находитесь, сами себя останавливаете. Объективно, девочки, если бы хотели приложить усилия, вы могли бы свою жизнь изменить в лучше, к лучшему. И причем не нужно это делать не обязательно с наскока, как-то спонтанно, как-то взбаломошно. Тут вам даже говорят, можешь изменить жизнь по шуту, в новое пойти, при этом стратегия проработать, продумать, пошагово, особо не рискуя, не жертвуя. И большой огромный плюс, он у вас самих заключен. Ваш какой-то магнетизм, ваше умение очаровывать, производить впечатление. Тут не на пустом месте, понятно. Тут вот как-то вот, а вот тут изначально как вот неуверенность есть в себе, в собственных силах, ощущение того, что не, прям хотел сказать, блин, Клинтон, неудачу потерплю. В общем, тут какие-то вот, тут как какие-то качели, вот. Сами себя накручиваете, говорите, как бы я ни старалась, не приспосабливалась, выше головы не прыгну. Вот тут что-то такое, как будто какой-то, как знаете, предрешенность какая-то, предчувствие. Тут как будто бы уже сами себе, ну, запрограммировали даже, что неудачи какие-то. А на самом деле вот от вас скрыто все в ваших руках, и все действительно может измениться в лучшую сторону. И вы сильная, и тут даже не дело, тут сила, интеллект, стратегия, можно это все продумать, харизма ваша, магнетизм. Вы как-то на людей так влияете, то есть шансы очень большие на то, что вы, мало того, что выживете в этом каком-то бушующем океане, в этой жизни какой-то, может быть, жизнь, которая всем сюрпризы преподносит. Но тут у вас довольно-таки шансы прекрасные. Как минимум рискнуть и улучшить свою жизнь. Так, ну, девочки, все, что вышло, я то и озвучила. Так, давайте посмотрим, что скоро откроется. Ух ты, вампиры пошли. Вампиры. Тут вы тратите деньги какие-то, ну, ресурсы свои. Треугольники, что откроется. Привязка, свечи. Офигеть. Тут прям какие-то магические карты, девочки. Привязка, смотрите, свеча. Фух, мне прям, Паш, прям плохо. О чем эти карты? Мне так хочется так, ручки убрать. Привязка, смотрите, свеча вокруг намотана, тут как работа какая-то проделана. А дальше карта свечи. Это о том, что снимается вот этот какой-то, ну, скажем, наверное, магическое воздействие какое-то снимается, чистка. Это как этими же, ну, другими свечами, вот как идет, ну, наверное, как негатив снимается, да, эта программа разрушается. И карта ведьма. Интересно. Давайте дальше посмотрим, что это. Пятерка мечей. Припасена с собой. Рука помощи. Что скоро откроется. Манипуляция, скрыто старейшин. Так, о чем это? Вот тут история сразу первая идет. Это о том, что я так вижу. Ну, карта ведьма, ведающая, ну, у кого-то вы сами, может быть, ну, как осознаете, может, увлечение психологией, эзотерикой даст вам это понятие, принятие ситуации, осознание, что где-то вы как будто боролись сами с собой,
Где-то, может быть, много было придуманного, надуманного. Там, ну, я не говорю, что на ровном месте там придумали себе там любовь или на ровном месте какие-то взаимоотношения, но вы много, допустим, принимали желаемого за действительное. Где-то, может быть, очень хотели. Ну, повторюсь, то же самое, да, наверное. Пятерка жезлов. Это часто карта, когда человек борется сам с собой. Так вот, вот тут вот, что скоро откроется, ну, какое-то осознание у вас придет того, что вы вот эти свои ресурсы отдавали просто какому-то вампиру. Вампир в данном случае, ну, люди, которые, ну, потребляли эту энергию, ваши там ресурсы, там, ваше время, любовь, нежность, заботу, ну, как должное, да? А вы, может быть, отдавали кто-то безвозмездно, а кто-то с надеждой, что человек осознает, поймет, насколько я ценна, насколько я готова на все ради кого-то там. Тут как будто бы, девочки, даже идет это больше как ваше вот желание, опять-таки, может заслужить любовь, удержать кого-то, доказать, что вот я именно я, так, кто тебе нужен. Это может касаться любовной сферы, это может касаться рабочих отношений. Да, в коллективе, если вы там можете внеурочно оставаться, дорабатывать, перерабатывать, а вам за это даже спасибо никто толком не говорит. И считают как должное, да. А потом, когда вы надеетесь, все-таки, что, наверное, может быть, надеетесь на то, что там будет повышение, там, уж не знаю, да, должность какую-то вам дадут, в общем, рост по карьерной лестнице этот случится. Тут бабах, и какой-то человек то ли приходит вообще левый с улицы, там его переводят и ставят на должность там вашего начальника. В общем-то, вакансия, то место, о котором вы мечтали, да, и прикладывали очень много усилий. А считают там как должное то, что вы, ну, это твой выбор, да, вот тут вот что-то такое может быть. Вот скоро откроется, и у вас откроется это видение этой ситуации, что где-то, скажем так, то, что вы пытались заслужить, там, любовь, внимание, это вообще как будто бы оно не ценится. Тут как будто бы вас даже взывают к какому-то этому здоровому эгоизму, пофигизму, вот такое что-то. Вот тут какие-то третьи лица. Не хочу все банально сводить к любовным этим треугольникам, но тут две женщины, мужчина. У кого-то опять-таки вы осознаете то, что ну, где-то жертвили, где-то вот эти ресурсы свои отдавали, сколько времени, нежности, заботы, любви человеку, который просто потреблял, который просто привык, что ему там должны, там помимо вас еще кто-то там этими ресурсами кормил. И у вас это как привязка. Я не буду тут, девочки, как говорится, приплетать, да, тут магический подтекст. Он может быть, да, но у кого-то это прям как сформировано, сами могли это как сформировать. Так вот, открывается для вас, может быть, в один момент осознаете то, что вот это какая-то борьба с самой собой. В чем это могла проявляться? Тем, что мозгами, головой понимаете, да ну нафиг, ну действительно, какие мои потребности тут закрываются? Тут все как будто бы я стараюсь, а мне в ответ даже спасибо не говорят. Тут как будто бы я могу там из кожи вон лезть, там, и ради этого человека готова на все, а он элементарно даже мне, ну не знаю, может, дурной какой-то дебильный пример, он мне даже ромашку какую-то не подарит, он мне даже лишний раз не перезвонит, не спросит там, как я себя чувствую, если я приболела, пофиг, как будто бы я сама с собой остаюсь с какими-то проблемами. Вот тут такое, как будто бы вы могли вот эта борьба, вот тут вот пятерка жезлов, я так ее тут прочту, как будто бы даже могли сами себе говорить там, ну зачем, ну посмотри реально на вещи, ну какие ты сама себе даешь шансы, тут даже сама себе как будто бы давала шансы. Так вот, откроется для вас вот эта эта привязка и свечи, тут ведьма ведающая, может быть, как сам себе лекарь, да, сами осознаете в один момент, вот проснетесь и поймете, что все, вот эта привязанность, вот тут привязанность, привязка по свече, это я буду считывать, как может быть, при помощи психологии. Вот тут вот внизу тут карта манипуляции, знаете, еще вышла. Смотрите, мужские руки, тут женская голова, да, и тут рука помощи идет, и тут семья. Кто-то поймет, что все, выздоровели, избавились от этой какой-то созависимости.
избавились от этой же болезненной привязки. Может быть, проснетесь в один момент и поймете, хух, отпустила, вообще не думаю, не вспоминаю, вообще ничего не триггерит. Замечательно. Может быть, там осознаете ценность у кого-то близких, родных, семьи. Если это мужчина, скажем так, вы в союзе с каким-то мужчиной, влюбились в кого-то, да, мужчина не свободен, тоже такое допускаю, то могли сами себя тоже накручивать и говорить, там, понимать, насколько отношения трудно реализуемые, порицаемые в социуме. То же самое. Можете в один момент проснуться и сказать, слава Богу, что я там не совершила этот роковой какой-то, ну не знаю, шаг, да, не переступила какую-то черту, или хорошо, что все так закончилось, ну, можно сказать, малыми какими-то потерями. Хотя они тут не малые, тут какое-то время вы могли столько энергии там отдавать и мечтать, и жить в этом мире в каком-то, в котором давали сами себе какие-то надежды. Ну, тут такое могло быть. Но тут в любом случае, я вижу, девочка проделала огромную работу, и тут вот для вас это откроется, что вот эта вот рукопомощи какая-то, может быть, повторюсь, со стороны близких, родных у кого-то, семья. Может, у вас произойдет как переоценка ценностей, вы поймете, что на самом деле для вас очень важны люди, которые с вами проходят эти трудности. Может, они даже в полной мере не осознавают, что с вами творится, да, но вы поймете, насколько вы для них на первом месте, и вы для них ценны. Вы можете понять, что вот это вот какая-то поддержка внутри семьи, это самое главное, это самое важное. То есть какие-то ценности, да, одни уходят, ну, на задний план. Вы понимаете, что вы, допустим, извините, всего лишь для кого-то были удобным вариантом, или кто-то, не красиво сказала, да, извините, но кто-то просто привык пользоваться и использовать как ресурс. Может, удобно было так, да. А для кого-то вы тут человек, который... Вот вы для кого-то тут тоже на первом месте. Кто-то был для вас на первом месте. А тут может быть ситуация какая-то такая, вы осознаете, что нужно оценить людей по поступкам. Не просто по иллюзорным каким-то обещаниям или... Ну, сами понимаете, да? То есть вам руку помощи вот тут протянули, может быть, даже вы сами. В первую очередь вы сами, да, себе. Против этих манипуляций. Карта старейшины, и тут карта следующая, сокрытие. История о том, что скоро откроется вам, что вы на самом деле то ли получили доступ к какой-то информации, то ли посмотрели на ситуацию под другим углом. Карта старейшины. То есть это настолько где-то мудро, по-философски к этому всему отнеслись, может быть, осознали всю глубину этой какой-то печальной этой истории, докопались до истины, до истока в этой ситуации. То есть, что вас подтолкнуло, почему вы отказались в этой ситуации, кто вас заставил, никто вас не заставлял там раздавать свои ресурсы, время терять, шансы. Тут как будто старейшина, это, я же говорю, докопаться до истины вот этих самых, то ли родовые эти программки, то ли где-то желание быть удобной, быть выбранной, если за мужчину, за одного-две женщины борются, конкуренция, да. Одни женщины, если узнают, допустим, что мужчина не до конца разведен или не свободен, они просто уходят в сторону и говорят, да не, дорогой, ты разведись, тогда и приходи. А другие сразу соглашаются, ну, как будто бы с чем, с каким форматом. Ну, где-то самих себя обманывать, где-то дают шансы. Типа, ну вот вы понимаете, это что каждый вот шаг, это вот каждое действие за собой влечет последствия. Тут как будто бы вот так вот, как снежный ком, вот тут вот оно так катилось. Какие-то ваши шажочки привели к той ситуации, в которой вы тут по факту оказались. Так вот, тут как будто бы по старейшинам, повторюсь, информация получена, очень ценная. Вы ее применяете, и вы докапываетесь до истины, до того, что человек, карта сокрытия, видите, тут мужчина в перчатках, латексные, одевает эти перчатки,
Для чего? Для того, чтобы сокрыть истину. Ему удобно ее скрывать. Не хочу тут на этого мужчину все выливать, что он во всем виноват. Нет, не во всем он виноват, но что-то он тут скрывал. Какой-то мужчина. Если тут у кого-то рабочие отношения, то тоже со стороны дам, допустим, работодателя или коллег, тоже были какие-то вот эти нюансы, манипуляции. Это все скрыто. Но вы, благодаря тому, что вы получили эту информацию, кто-то при помощи эзотерики, эти расклады, психология, повторюсь, очень какой-то глубокий анализ проделан. И вы все, вот у вас все сокрытое вскрывается, да, подсвечивается. То есть вы всю какую-то вот эту игру, ну, то есть уже просмотрели, осознали, и вы все до сути докопались, вот. Так, что еще скоро откроется вам, что вообще не факт реагировать на вот эту какую-то ситуацию так, как, может быть, вы какое-то время реагировали. По карте ракушка, смотрите, это как отшельник. Девушка хрупкая, маленькая, такая красивая, забилась вот в эту раковину, да, отшельника, и какое-то время, может быть, у вас защитная реакция, вы говорите: я не хочу никого к себе больше подпускать, я уже не верю никому, я ничего хорошего не жду. Так вот, что вам скоро откроется, то что хватит, переболели, да, вот такой панцирь вы, не знаю, как это сказать, приобрели, да, какое-то время вы были в таком состоянии, может быть, всех на вытянутую ручку, но говорят, что жизнь продолжается, и не нужно вот, ну, на этом каком-то эпизоде ставить крест из-за этого какого-то эпизода. Это всего лишь какой-то эпизод в вашей жизни. Пусть он поменял вас, пусть он изменил там, ну, вот, ход вашей жизни, да, вот как-то по-другому вы стали смотреть на мир, но все равно ваша жизнь не заканчивается, и вам говорят, что не тратьте свое время больше на вот это какое-то переживание, на вот это вот желание закрыться от всего мира. Мир яркий, многогранный, прекрасный, и не нужно закрываться от него. Карта ребенок. Вот вспомните, что внутри вас живет этот ребенок, который, ну, радуется всему, вот, замечает там всякие, уж не знаю, мелочи даже, там солнечный свет, вот эти блики какие-то, уж не знаю, как я повторяюсь, разводы после дождя, да, лужа, в них бензин, да, вот эти красивые радужные разводы на асфальте. Там уж не знаю, птички поют, солнышко светит, там какие-то росточки зеленые пробиваются, цветочки, девочки. Ну, говорит вам просто вот скоро откроется то, что жизнь продолжается. И вы сами можете, ну, не знаю, своим восприятием этой жизни улучшить качество своей жизни. Вот. Как-то так, мой хороший. Все, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.